Прибегает запыхавшийся пассажир к начальнику вокзала. «Помогите, я забыл в поезде бутыль с самогоном. Вам его не приносили?» «Нет, я только видел, как проносили того мужчину, который его нашел». Две подруги. Иду вчера по улице. Вдруг возле меня «Жигуль» останавливается. Незнакомый мужик распахивает дверь и приглашает прокатиться. Ты представляешь, какой нахал? Почему же нахал? Господи, да ты бы видела его квартиру. Занятия по сборке и разборке оружия. Старшина. Вопросы есть? Есть, товарищ старшина. Почему винтовку можно собрать и разобрать, а человека нельзя? Вопрос понял? Отвечаю. Вот представь себе, Пилипенко, что ты себя развинтил, спать лег, а тут боевая тревога. Ты второпях все свинтил, а на место головы приставил задницу. И что получается? Пилотка не налазит, гимнастерка не застегивается, все кричат «Ура!», а ты? Летит самолет, выходит стюардесса и объявляет: «Граждане, мы все являемся участниками эксперимента. Впервые в мире наш самолет ведет обезьяна-шимпанзе по кличке Аякс». Все пассажиры в панике. «Она прибьет нас, прекратите!» Один грузин спокойненько читает газету. Его толкает сосед. «Вы слышали? Наш самолет ведет обезьяна!» «Ну-то что? Я Ташкент бил. Узбек трамвай вел и ничего». Заходят сваты в избу и говорят: «У вас товар, у нас купец. Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится». Голос старой бабки с печи: «А не дурачок ли он у вас?» Парень на базаре продает петуха. Подходит мужик. «Почем петух?» 100 рублей. А он хоть курей топчет. И курей, и жену, и тещу, и 2 дочерей топчет. «Зачем же продаешь?» «Так на меня поглядывать начал». Великий вождь индейцев собрал свой народ и объявил: «Сегодня мы будем играть в прятки. Кто найдет меня, получит 100 белых шкур бизонов». И все индейцы бросились в лес, обшаривали каждый куст и дерево. Прошло несколько часов, и никто не мог найти великого вождя. Все были в отчаянии. Вдруг маленький индеец, самый маленький в племени, подходит к вождю и говорит: «Вождь, я тебя нашел». Великий вождь, удивленный и восхищенный, спрашивает: «Как ты смог найти меня так быстро? Ведь это болото все обходят стороной. Оно же очень опасно, и только я знаю, что это простое болото». Маленький индеец отвечает: «Вождь, я вам тоже открою тайну. Это сливная яма для каках, которую я чищу каждый месяц, а то болото сразу за ней». Чингачгук Викторович, а ваш папа любил смотреть кино? Да. А какой у него любимый фильм? Догадайтесь, блин, сами. До вас никто не ошибался. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш любимый фильм. Пришел грузин в парикмахерскую. Его стрижет стажер под надзором наставника. Стажер нечаянно задел голову клиента ножницами. Наставник увидел и размахнулся, чтобы ударить стажера, но он увернулся. Досталось грузину. Позже стажер опять зацепил грузина. Опять стажер увернулся, и наставник врезал грузину. Через некоторое время стажер отрезал грузину ухо. Грузин: «Наставник выдал». «Нет, выкинь быстрей». Богатый еврей в главном полицейском офисе. «Какой-то чудик выдал себя за моего агента и собрал в провинции 100 тысяч франков. Это больше, чем получили все мои агенты. Вы должны немедленно его найти и предоставить мне. Мы его обязательно выследим и арестуем». «Зачем арестовывать? Я хочу взять его на работу». Зять спрашивает у своей тещи: «Почему вы всегда критикуете меня, даже когда я делаю что-то хорошее?» Теща отвечает: «Потому что, зятёк, если я скажу тебе что-то хорошее, моя дочь подумает, что я сошла с ума». Под Новый год звонок в службу спасения. «Помогите выбрать костюм». «Нет проблем». «У меня проблемы. Я лысый и хожу на деревянном протезе». «Будьте монахом. Деревянную ногу скроет ряса, а лысина то, что надо». «Не хочу монахом». «Тогда будьте пиратом. Лысину скроет треуголка, а деревянная нога то, что надо». «Не хочу пиратом». «Слушай, мужик, вылей себе на лысину стакан меду, а деревянную ногу засунь в задницу. Будешь чупа-чупсом».
Осмотрев кран, сантехник говорит девушке, хозяйке квартиры: «А прокладку-то вам пора менять». Девушка, смущенно покраснев, бормочет: «Ой, и правда пора менять. А вы-то откуда знаете?» Звонок в двери. На пороге представители соцслужбы проводят опрос. «Скажите, Геннадий Петрович, сколько раз в неделю вы любите свою жену?» «Ну, фиг его знает даже. Может, раз 10. «Ой, какой вы все-таки молодец! Это почти вдвое больше, чем ваш сосед Павел Валентинович. Ну так ё-моё, это все-таки моя жена!» Бывают комары, тихо искусает тебя всего, потом с утра весь чешешься, а бывают жужжит над ухом полночи, и ты такой: «Ну, укуси ты меня уже наконец, укуси». Люди, в принципе, такие же. Задала училка написать сочинение на тему «Зима». На следующий день приходит Вовочка в школу. Учительница его спрашивает: «Давай свое сочинение, я его устно придумал. Ну, рассказывай». Зима, мороз, холодно. На льду чпокаются два медведя. Вовочка: «Неудобно». Конечно, неудобно. Ноги разъезжаются. Вовочка: «2». Конечно, 2. Куда там третьему? Просыпаются муж с женой утром 8 марта. Жена, сладко потягиваясь: «Ах, какой чудный сон я видела, будто ты мне на 8 марта подарил бриллиантовое колье. Что бы это значило?» Муж, целуя ее: «Подожди, вечером узнаешь». Вечером жена прибежала с работы пораньше, накрыла на стол, поставила пузырь, зажгла свечи. Приходит муж и протягивает ей красивую коробочку, перевязанную бантиком. Та ее открывает и видит книгу «Толкователь снов». «Профессор, тут к вам на прием записаны супруги Петровы, бездетная пара, хотят иметь детей. Они говорят, что в городе все специалисты в грубой форме отказались им помочь. Вы их примете». «Да какие они специалисты? Так, дуралеи. Тут нужен такт. Конечно, я приму. В этом городе я лучший в этих вопросах. Уже 30 лет. Это моя специализация. Тогда я их зову. Петр Иванович, Сергей Антонович, заходите». Кошка идет по берегу реки и видит плывущую по воде маленькую баварскую сосиску. Она прыгает за сосиской и мочит лапки. На следующий день она снова идет по берегу реки и видит огромную сосиску. Она прыгает за ней и вылезает на берег вся мокрая. Ну и какова же мораль этой истории? Чем больше сосиска, тем мокрее киска. Приходит мужик к урологу с жалобой на здоровье. «Уролог, вам надо делать ежедневно массаж простаты. Снимайте штаны, я вам покажу, как это делается, а дома расскажите жене, и она будет вам делать процедуру». Мужик возвращается домой и начинает объяснять жене. «Одеваешь резиновую перчатку, палец в вазелин, я снимаю штаны и наклоняюсь. Ты левую руку на левое бедро, правую руку на правое». Стоп, а чем же тогда он мне массаж делал? Шумная компания отмечает на квартире какой-то праздник. Одна парочка незаметно уединяется в свободной комнате. Через полчаса оттуда на всю квартиру раздается дикий хохот. Несколько любопытных просовывают свои мордашки в дверной проем и видят такую картину. На краю кровати сидит голый парень с очень смущенным видом, а девушка катается по кровати и умирает от хохота. Их спрашивают: «Что случилось?» Девушка говорит: «Я у него спросила: ты уже закончил?» А он мне отвечает: «Нет, я еще на 4 курсе». В школе учитель химии проверяет знания таблицы Менделеева. «Дети, если бы у вас была возможность получить подарок от Деда Мороза 1 килограмм какого-нибудь химического элемента, что бы вы выбрали?» «Золото», – пискнула Маша. «Я б тогда купила себе «Шевроле Кабриолет», и все пацаны за мной бы бегали». «Платину», – солидно пробасил Петя. «Она гораздо дороже золота. Я б тогда купил себе последнюю модель Феррари, и все девки с нашей улицы были бы мои». Учитель улыбнулся и обратился к Вовочке. Тот немного подумал и тихо сказал: «А я бы попросил немного силикона». «Ну зачем? Его даже в таблице нет». «Да у моей сеструхи этого силикона всего-то 2 маленьких мешочка, а все крутые тачки города – ее».
Прибегает зять домой с улицы и кричит тёще: «Плюй мне на грудь, плюй!» «Зачем, Васенька?» – удивляется та. «Плюй, не спрашивай!» Она плюнула, зять вытерся и, улыбнувшись, сказал: «Врачи сказали, чтобы я змеиным ядом растирался». «Вам надо делать срочно операцию. Доктора нельзя отложить. Я полгода ждал очередь на протезирование зубов». Кардиохирург задумался. Прошла минута, 2, 5. «Доктор, ну почему вы молчите?» «Представляю. Играют Шопена, все плачут, а вы лежите в гробу с красивыми, ровными, ослепительно белыми зубами». Сидит раздетая девушка на песочке и хвалит свое тело. «Ты моё солнышко, всё я благодаря тебе получила. Деньги, машину, квартиру. Что, купаться хочешь? Сейчас, солнышко, сейчас». И уходит. А рядом сидит голый мужик и ругает свои достоинства. «Всё я из-за тебя потерял. Машину, деньги, квартиру. Что, купаться хочешь? Песок грызи». Парикмахерша, подстригая постоянную клиентку, жалуется ей на жизнь. Муж уже достал. Утром ему дай, днем дай, вечером дай. Клиентка с некоторой завистью в голосе. «Счастливая ты, Люба». «Какая я счастливая, он на пузырь просит». Едет мужик на машине и вдруг колесо спускает. Что делать? Остановился, вылез из машины, а около дороги 2 гопника стоят. Один подходит, просит закурить. Мужик смотрит по сторонам, глухо тень, народу нигде нет. Но он перестремался, схватил монтировку и бах гопнику по голове. Тот, само собой, отключился. Мужик у второго спрашивает: «Ну что, тебе тоже сигарету дать?» «Нет, спасибо, я с товарищем 1 на 2 покурю». Перед дворцом шейха останавливается автобус, полный пожилых женщин. «Опять туристы?» – спрашивает шейх. «Нет», – отвечает секретарь, – «это вашей тёще в гости пожаловали». Урок русского языка. Учительница говорит: «Дети, скажите, пожалуйста, какие вы знаете народные пословицы и поговорки?» Тянут руки пару учеников и Вовочка, а она думает: «Нет, его не спрошу, опять какую-то пошлость скажет». Встаёт Маша: «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». «Молодец, садись. А кто ещё скажет?» И снова тянутся несколько учеников, а Вовочка ещё сильнее тянется. Поднимается Петя: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». «Молодец». И снова тянутся руки. Учительница думает: «Дай-ка я его осторожно спрошу. Вовочка, ты начни, а я скажу, можно ли продолжить». «Сколько волка не корми». «Молодец, Вовочка, хорошая пословица. Продолжай». «Всё равно больше медведя не нагадит». Зять показывает тёще строящуюся квартиру. Здесь будет зал, тут спальня, открывает дверь, а здесь будет балкон. Проходите, мамаша, проходите. Изя приходит из школы и радостно докладывает папе: «Пап, а я теперь не еврей. Мы анкеты заполняли, так я написал, что русский». «Русский, говоришь? Ну-ну, ты в школу на машине ездил. Теперь будешь как все русские, на трамвае». Ребенок к маме: «Мам, я русский. Ты раньше что на обед ел? Курицу. Теперь будешь как все русские, картошку». Уже без прежней радости к деду: «Деда, я русский. Ты раньше на карманные расходы сколько получал? Червонец. Теперь 50 копеек». И вот семья усаживается за стол, взрослые принимаются за курицу. Перед Изей картошка. Взрослые улыбаются, перемигиваются и спрашивают у погрустневшего и молчавшего ребенка: «Ну, каково оно быть русским?» «Вот только полчаса, как я русский, а уже вас, евреев, ненавижу». В клинике. Руководитель: «Вот вам счет за предстоящее лечение. Деньги вперед». Пациент: «А если лечение не поможет, то деньги назад? Если лечение не поможет, вам деньги больше не будут нужны». Жених в присутствии невесты и будущей тещи заявил: «Я хочу, чтобы мы пришли в ЗАГС ровно в 11. Желаю также, чтобы завтра вы, женщины, приготовили самый вкусный обед и очень тепло приняли моих друзей». И так далее.
Когда жених вышел из комнаты, мать невесты недовольно проговорила: «Ишь, какой командир! Немного ли хочет твой будущий муженек?» «Ничего», – улыбнулась невеста, – «это его последнее желание». Сидит новобранец на крыльце казармы и отверткой дырявит дно ведра. Проходит мимо прапорщик. «Что делаешь?» «Бульбулятор мастерю». «Чего-чего?» Наливаете в ведро воды, и она вытекает. Буль-буль-буль. Прапор разозлился, прогнал солдата, пнул ногой ведро и ушел. Проходит мимо генерал. «Погода отвратительная, медаль не дали, и вот еще новый бульбулятор выбросили». Два грузина смотрят фильм. Альпинист лезет на гору из последних сил. Лезет, останавливается. Опять лезет. «Слушай, Гоги, давай поспорим на 1000 баксов, что он не залезет». «Да ты что? Я знаю, он залезет». Поспорили. Альпинист все-таки взобрался. Первый. «Ну, Гоги, ты выиграл. Забирай деньги. Я проиграл. Ты был прав». «Слушай, Вано, ну как так можно? Ты же мой друг. Я не могу взять деньги у друга. К тому же я уже смотрел этот фильм раньше». «Ну и что? Я тоже смотрел этот фильм раньше, но был уверен, что второй раз точно не залезет». Пришел в школу фотограф. Учительница убеждает учащихся сфотографироваться. «Представьте, насколько это здорово. Когда вы будете взрослыми, посмотрите на фото и скажете: а вот Машенька, она теперь актриса. А это Петька, он теперь врач. Тут Вовочка с задней парты. А вот Марья Ивановна давно уже померла». Афганистан. Долгое время часть не может взять один из аулов. Замполит предлагает: «Давайте пошлем Петрова, он у нас профессиональный наперсточник, кого хочешь обведет вокруг пальца». Послали. Проходит 3 дня. Со стороны аула тишина, ни выстрела. Послали БТР в разведку. И вот что увидели. В центре аула на площади сидит Петров, а вокруг него все душманы. А рядом с ним гора оружия, одежды. И тут Петров говорит им: «Последний раз спрашиваю, под какой из 3 касок граната?» Женщина приходит к врачу и говорит: «Я на 3-м месяце беременности, а у меня живот не выделяется». Врач отвечает: «Вы ели апельсины?» «А что, надо?» «Надо». Через несколько месяцев она опять приходит и говорит: «Я на 6-м месяце беременности, а у меня живота нет». «Вы ананасы ели?» «Нет, а что, надо?» «Надо». Еще через несколько месяцев она приходит: «Доктор, я на 9-м месяце, а у меня живота нет». «А вы чпокались?» «Нет, а что, надо?» Грузин сыну: «Сынок, сегодня тебе исполнилось 18 лет. Пора начинать свой бизнес. Вот смотри, это машина для производства колбасы. Кидаешь туда барашка, а получаешь 2 палки колбасы. Одну себе, другую государству. Понятно?» «Не-а». «Ну смотри, вот сюда засовываешь барашка, а отсюда вылазит 2 палки колбасы. Одну себе, другую государству. Понятно?» «Не-а». «Смотри еще раз. Сюда засунешь барашка, а отсюда полезет колбаса. Одну себе, другую государству. Понятно?» «Ой, понятно. Папа, а есть такой машина, чтоб кидаешь 2 палки колбасы, а получается барашек?» Да, есть такой машина. Этот машина твой мама. Всего 2 палки кинул, а такой баран получился. Жена вернулась из командировки. Ее встречает сын и сразу с порога: «Мама, ты знаешь, наш папа вчера привел какую-то тетю. Они выпили, а потом папа повел ее к кровати и...» «Не рассказывай дальше. Вот придет папа, все расскажи, что видел». «Понял». Она собрала вещи, уложила все в чемоданы, села и начала ждать возвращения мужа. Только муж через порог, она ему сразу: «С меня хватит. Я больше терпеть не могу». «Что случилось? Скажи». «Тебе сейчас сын расскажет. Давай, сынок». «Ну, папа вечером привел какую-то тетю. Они выпили. Потом папа повел ее к кровати и... Ну, говори». И папа начал делать с тетей то, что делала мама с дядей Колей, когда папа был в командировке. Мальчишки смотрят в дырку забора на женский пляж. Старушка, проходящая мимо: «Цыц, ослепните, охальники. Черт с ним. Рискну одним глазом».
Едут два товарища на службу, разговорились. «Слушай», – говорит один, – «вчера в трамвае твоя жена рассказала такой анекдот, что я чуть с кровати не свалился». Две многоэтажки. Мужик курит на балконе, попивает кофе. Вдруг напротив машет руками и кричит его дружбан: «Ваня, тут сосед твою Ирку уже часа 2 шлифует». Ваня берет дубину в руки и бегом в соседний дом. Его встречает друг и говорит: «Быстрее, быстрее, можем не успеть». Заходят к другу в квартиру. Ваня говорит: «Чего ты к себе приволок? Веди сразу к тому козлу». «Та расслабься, я стол накрыл, посидим как в былые времена, а то мы с тобой последний раз нормально тусили еще до свадьбы». «Тю, так сказал бы нормально, зачем этот спектакль?» «Так ты же каждый раз то с женой в магазин, то с женой на шопинг, то с женой у вас романтика. Потерял друга». «Ну хорошо, так а жену мою видел? Да вон она по рынку ходит». «Отлично, у нас есть 20 минут, а то я ей обещал еще посуду и полы помыть».